Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером собрались. По средам, как всегда, Кость Бондаренко с эксклюзивным взглядом на то, что происходит. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Вы знаете, такой удивительный вечер, да? Мы оба под санкциями. Ну, Смотрим на вообще под другим углом на все происходящее или нет? вы понимаете, на самом деле сейчас, поскольку я уже встречал цифру 8300 человек под санкциями находится, то, соответственно, это уже не является чем-то эксклюзивным. Клуб санкционных или подсанкционных экспертов, политиков, бизнесменов и так далее все время расширяется. Вот. Поэтому, знаете, скоро это станет одним из элементов, скажем так, чуть ли не обязательного, скажем так, пропуска в экспертный мир. Я не так давно разговаривал с одним из фигурантов санкционных списков, он уже 3 раза против него санкции вводились, уже трижды вводились. Я говорю, сейчас объявление санкций, это же указом президента, президент фактически утверждает, объявляется, там фамилия фактически вносится. Вот, это фактически то же самое, что в советские времена звание Героя социалистического труда. Вот, я говорю, ну вот я уже Герой социалистического труда, а вы, вот говорю, ему уже трижды герой, говорю. Он говорит, ну да, Петр Алексеевич Порошенко у нас почти как Брежнев. Ну, в общем, вы не обиделись на эту всю процедуру Ну, политическую. подождите, ну, скажем так, что, знаете, чем бы дитё не тешилось. Лишь бы не забеременела, да. Это мы Вот, знаем, эту поговорку да. душещипательную. Друзья, всем большое спасибо, что поддерживаете. Поддерживайте прежде всего лайком. Насколько все понимают, что и канал Костя Бондаренко на YouTube ждет, ну еще пока нет, там время не прошло определенное, может ждать вот эта участь, да, с блокировкой, поэтому меняйте страну, ставьте лайки, поддерживайте и пишите комментарии, да, вот мы там завели в прямых эфирах у меня на канале, да, с общениями со зрителями, что вот пишут люди, откуда они и откуда, ну, какая страна стоит на стройках. Получается очень интересно, там, Одесса, Уганда, Херсон, Чили, там вот такие, ну, такие интересные вещи, поэтому пишите комментарии, Ваш ставьте лайки, это вот прям, знаете, типичная история нашего времени. Да, Спасибо но ваш большое. призыв «меняйте страну», знаете, звучит так двусмысленно. Ну, на Ютубе, знаете, на Ютубе приходится в любом случае. Да. Значит, все как всегда, все неизменно, поэтому, пожалуйста, QR-код, который возле меня находится, если работает этот сервис у вас, то переходите и вопросы на экране, так сказать, выводите. Вне очереди вопросы по очереди заблаговременно собираю в клубе зрителей в телеграм-канале, закрытом клубе зрителей, и в сообществе YouTube абсолютно открыто, и уже люди пишут вопросы для финальной части программы. Потом подключаем чат трансляции, поэтому в чате трансляции не пишите заранее заблаговременно свои вопросы, а вот дождитесь момента, пока все предыдущие вопросы, о которых я сказал, они пройдут. Поэтому как бы чат трансляции тоже должен чем-то заниматься. Активно обсуждайте, что у нас здесь происходит и обсуждается, и голосуйте в нашем опросе. Он сегодня такой. Как вы думаете, в отношении войны в Украине Трамп, 3 точки и варианты ответов. Выжидает голевой момент, забил и расслабился до свистка, забежал в офсайд, на матч решил не приходить. Вот такой футбольный у нас сегодня жаргон, потому что Трамп тут футболом манит Путина к миру. Говорит, о, слушай, давай мир и будешь на чемпионате в Америке в 26 году принимать участие. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что похоже на то, по последним событиям, перемирие трехдневное Путина отфутболили. Что скажете? Смотрите, я не силен в футбольной тематике и футбольной терминологии, вот, не отношусь к числу болельщиков. Что касается нынешней ситуации, Трамп дает понять, что, во-первых, украинская тема не является главной темой,
что есть множество тем, которые можно рассматривать и без украинской темы. Не хотят, то так им и надо. Условно говоря, вот это его посыл. Есть большое количество вопросов, которые мы будем рассматривать, в том числе с Россией. Второй момент – это то, что он хочет показать, что я как-то не спасовал. Вот, и, соответственно, дальше продолжаем, как бы, несмотря ни на что, продолжаем миротворческие усилия, хотя не на полную мощность. Мы попытались, вот, они не хотят, но мы будем и дальше где-то это иметь в виду. И третий момент, он всячески в любой ситуации пытается показать, что именно он является главным, его позиция является правильной, вот, и, соответственно, если вы не видите мира, вы попросту плохо смотрите. А мы его приблизили максимально. В этом суть заявлений Трампа в последнее время. Понятное дело, что решить вопрос сегодня так с кавалерийского наскока невозможно. Невозможно, и Венс уже об этом говорит, существует большая пропасть между позицией Украины и позицией России. И, соответственно, но мы сделали все, мы сделали максимально для того, чтобы эту пропасть преодолеть, говорит Венс. Понятно, что сейчас будет, скорее всего, тактика малых шагов. Вот. В частности, вот перемирие, условно. Украину, скорее всего, будут склонять к тому, чтобы Украина признавала это перемирие. А дальше уже, возможно, вот, уже будут и другие действия, возможно, уже тогда будут и с Россией договариваться, чтобы перемирие продлилось не 3 дня, а дольше. Но смотрите, вот сейчас целый день, как вот из рога изобилия, новости, а кто как летит, а кто как облетает, а кому открыли, кому закрыли воздушное пространство. Фица добрался, да, то есть Вучич добрался через Азербайджан длиннее, чем вдвое, чем просто бы прилетел. Си Цзиньпинь уже на месте. Ну и там целая плеяда. Матура. Алиев отказался. Да, и отказался Алиев и президент Лаоса. То есть да. -2. Но мы еще, посмотрите, мне все равно кажется, что должны быть какие-то сюрпризы по гостям. Очень много ведь говорили о том, что кто-то из Америки может приехать внезапно, неожиданно. Или на такие мероприятия внезапно, неожиданно не являются. Нет, Соединенные Штаты вообще не давали никаких надежд на то, что кто-то от них будет. Это были определенные догадки. Но я думаю, что если даже и будет какой-то сюрприз, он не будет определяющим для празднования. Потому что все-таки самое главное – это 4-дневный визит Си Цзиньпина. И, соответственно, все будут наблюдать за тем, не только за тем, что будет подписано во время личных встреч, личных переговоров Путина и Си Цзиньпина, но и что будет сказано, с какими намеками, с какими интонациями, что будет подарено друг другу, какие будут там особенности протокола, кто кому первому пожал руку и прочее. Все эти моменты будут расшифровываться. Но вот именно их участие Си Цзиньпина и Путина будет определяющим. Все остальные, будем говорить откровенно, для статистики. Вот. К нам прилетело такое-то количество гостей. Вот видите, значит, они не совсем боятся Запада, потому что если бы боялись, то значит не прилетели бы. А так мы показываем, демонстрируем, что вот у нас президент такой-то, премьер такой-то, министр такой-то прилетел из этой страны, из этой, все представители, все флаги в гости к нам, как говорится, как говорил классик, и прочее, прочее. Но главная интрига будет в том, что не состоится ли в это время, когда будет Си Цзиньпин в России, не обязательно 9 числа, что в это время вдруг не состоится ли телефонный звонок между Вашингтоном и Москвой. Смотрите, у нас, кстати, это очень интересный такой любовный, в кавычках, политический треугольник. У нас уже есть информация, что в мае месяце, через несколько дней, где-то через неделю примерно, в Швейцарии встретятся представители Америки и Китая. Самый главный вопрос обсуждать – тарифы и пошлины. То есть, да, именно. Уже сегодня подтвердили. Тут уже есть такой разряд. Смотрите, понятно, что это совсем игра другого уровня. Да. А в нее, получается, влазит Зеленский?
Зеленский пытается показать, что у нас своя программа, что у нас своя игра, нас не волнует то, что происходит там, вот в Москве, нас не волнует то, что там будет Си Цзиньпин, мы настолько крутые, что мы, несмотря на присутствие глав других государств и на разного рода празднования, мы можем ударить, у нас есть силы, у нас есть средства для того, чтобы ударить, мы покажем им. Значит, вот. Так что это вот главный итог фактически того всего, что мы наблюдали в информационном пространстве на протяжении последней недели. Но будет ли ответ за вот эту дерзость перед Днем Победы со Нет, стороны само собой. У России? нас же каждый раз, у нас на ответы не обращают внимания. У нас же самое главное наше действие. А противодействие нас не интересует. Вот. Потом, правда, по принципу «а нас за что?» Вот, это всегда срабатывает. Знаете, иногда у нас не считаются с целесообразностью, вот, со стратегическими перспективами и так далее. У нас очень многое делается, говорится, совершается ради телевизионной картинки, ради аплодисментов. Сорвать аплодисменты – это вот главное. Вот. А что будет потом, это уже никого не волнует. То есть Зеленский, скажем так, его будут склонять принять перемирие, а потом будут в эти 3 дня склонять Путина продлить перемирие. Но тогда получается, что вот эти удары, если понимают игру на Банковой, которые наносились вчера, сегодня, они уже априори как бы безответные. То есть это такой хлопнуть дверью напоследок, решил Зеленский. Ну, смотрите, дело в том, что главный момент будет все-таки, продлятся ли подобного рода удары там, и прочее после 12 часов сегодняшнего дня. Да. Это главный будет показатель. Но с другой стороны, получается тогда этот показатель, что Украина стреляет по лидерам, которые приехали на парад к Путину. Ну, смотрите, в данной ситуации это же удары не по Москве сейчас. Удары в данной ситуации идут как бы по другим городам, как бы это такая отмазка. Но создается действительно серьезная угроза. Вот, и многие это оценят, что эта угроза не только угрожает, там, скажем так, графикам тех или иных президентов, того же Вучича, например, но и жизни и здоровью. Потому что не случайно самолет Вучича не выпускали из Баку. Вот, значит, что-то угрожало жизни сербского президента. Надеяться на то, что Сербия в дальнейшем может каким-то образом быть более благосклонной к Украине, ну, я думаю, что не стоит. Ну, как и все остальные страны, безусловно, Конечно. которые принимают участие в параде. Очень странно Фица, ну, о нем так пишет, опять-таки, может, это пресса перекручивает, но пишут, что вот в программе визита Фица в Москву нет парада. Представляете, возложение цветов есть, всякие там собрания, встречи есть, а парада нет. Мол, смотрите, как грамотно Фица себя повел. Фактически вокруг Фица, ну, Вучич понятно, да, но Фица, к нему более внимание приковано, потому что он глава, лидер страны Евросоюза, который прибыл на парад. Знаете, да. Иногда это то же самое, что прийти на свадьбу и не дождаться свадебного торта. Так что это приблизительно то же самое. Смотрите, на самом деле сам факт приезда в эти дни Фица, сам факт, он свидетельствует об определенной позиции премьера Словакии. Придет, не придет он на парад, будет ли он наблюдать за торжественным шествием военных и за прохождением техники по Красной площади, это уже не суть важно. Сам факт, что он окажется в определенном месте в то время, когда там будут находиться президент Российской Федерации и председатель КНР. Вот. То есть уже сам этот факт является достаточным основанием для того, чтобы сделать правильные выводы в Брюсселе и в других, и там в Лондоне, и в других европейских столицах. Трамп, которого мы упоминали выше, сегодня, вот перед нашим эфиром,
объявил о том, что 8 мая это вот официально День Победы во Второй мировой войне. Прям указ подписал, все, всем праздновать, всем гулять. День Победы теперь в Америке. Потому что Америка всех победила. Ну да. Прокомментируйте как историк, ну и как политический Смотрите, аналитик. с точки зрения Соединенных Штатов, все-таки Вторая мировая война закончилась не 8 мая, а 2 сентября подписанием капитуляции Японии на линкоре Миссури и так далее. Более того, что Соединенные Штаты взяли на себя львиную долю боевых действий в Тихоокеанском регионе. Вот, и для них главным врагом все-таки и главной причиной вступить в войну было не действие Германии, а действие Японии. Вот. Поэтому Трамп в данной ситуации пытается попросту перехватить инициативу у европейцев, показать, кто был главным победителем Гитлера. Вот. И, соответственно, ради этого он готов идти даже против определенной исторической памяти. Знаете, когда-то один мой знакомый, он когда-то сказал такую фразу, что, к сожалению, вот, факты не являются чем-то стабильным. Вот. И следующее поколение, например, будет уверено в том, насмотревшись фильмов, вот, формируя свое сознание под действием там, разного рода культовых кинолент, вот, следующее поколение будет считать, что Гитлера убили в 1944 году евреи в оперном театре в Париже. Угу. Вот, помните фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», где именно такая версия подается. Ну вот, что касается как раз войны, вот мне как раз рассказали в Днепре, извините, сейчас все по старинке Днепропетровскому называю, в Днепре проходила недавно одна конференция, где один из историков, вот, выступая, сказал, что ни в коем случае не обращайте внимания на цифры и факты. Это не главное. Главное – это интерпретация. Вот интерпретация является основой. Вот. Поэтому не стесняйтесь интерпретировать так, как вам это выгодно, потому что нужна концепция, под концепцией нужна интерпретация, а факты и цифры – это абсолютно второстепенно. Вот приблизительно так же действует и Трамп. Что касается Так меня вот больше всего… зачем ему это? Вот в данной ситуации как раз, я думаю, что ответ на это дает Андрей Борисович Ермак, который буквально сразу у себя в своем телеграм-канале сразу же написал верноподданнический пост, что, дорогой Дональд Федорович, вы выступили с такой классной идеей, и мы принимаем то, что именно Соединенные Штаты вынесли основную тяжесть войны. Именно Соединенные Штаты были главным победителем. А Советский Союз, вот, если бы не ленд-лиз, вот, если бы не ленд-лиз, то вообще бы не победили. И вообще, если бы вот, Соединенные Штаты, вот, продлилась бы война еще год-два, и Соединенные Штаты освободили бы и определенные территории Советского Союза, их бы никто бы не мог бы остановить, потому что именно они являются главным победителем в войне. Почитайте. Буквально вот 2 дня назад он выступил именно с таким вот заявлением, дает абсолютно перекрученные цифры, абсолютно перекрученные факты. Вот надо подтасовать же под конкретику. Вот. И я думаю, что именно в ожидании вот такой позиции, в том числе и от европейских государств, тоже примут позицию Соединенных Штатов и признают, что именно Соединенные Штаты победили в войне. Именно Соединенные Штаты водрузили знамя над Рейхстагом, там, освободили Берлин, так, пол Европы и прочее, ну, и стали главными победителями Гитлера. Вот именно на это рассчитывает и Трамп. Вот. Условно говоря, признайте абсолютно новую действительность в нашей истории. Ну, это же как бы роль манкурта какая-то. К этому нам не привыкать. Вы же понимаете, что к этому нас подталкивали последние десятилетия. Не только нас, но и европейцев. Культ отмены, вот, не только отмены России, как это сейчас принято считать, но и отмены всего, что было связано с советским прошлым, социалистическим прошлым, коммунистическим прошлым, он же существует сегодня, и не только в Украине. Вот посмотрите, в Европе это повсюду происходит. Памятники сносятся не только в Украине. Да, Польша, сегодня в Чехии. Да. Сносятся памятники, вот, вытравливается память, потому что необходима абсолютно иная концепция истории.
Смотрите, концепция истории – это, конечно, очень прекрасная тема для разговора. Однако, мы же сталкиваемся и натыкаемся, или уже не натыкаемся на то, что принято называть исторической памятью народа. Историческая память – это такая пластическая масса. Каждая семья, очевидно, в Украине еще 10 лет назад, 15 лет назад считала, что память о Великой Отечественной войне – это нечто незыблемое. Вот. Деды, прадеды там воевали, положили свои жизни, понесли огромнейшие потери и так далее, и так далее, и так далее. Но потом вдруг начали историки говорить, нет, все же было не так на самом деле. Какая Красная Армия? Забудьте про Красную Армию. Вот эти все Черняховские, Ватутины, Жуковы, Василевские, Малиновские, это все отставим. Главное, это УПА. Вот. УПА воевала. Вот если бы не УПА, вот не было бы сейчас Украины и прочее. Потом дальше следующая линия. Гитлер не настолько был и страшен. Сталин это страшнее. Сталин – это ГУЛАГ, это там расстрелянные Кобзари, утопленные там 4000 девочек, которых там в Колымских болотах утопили. Нет ни единого документа, кстати, который бы это подтверждал, но в принципе есть нарратив. Вот Сталин уничтожал, он хотел уничтожить всех украинцев там и прочее. Вот. А Гитлер – это так, милый няшечка, так скажем. Вот. И, не совсем так, но в принципе. Романтик, да. Так, да. Да, соответственно, вот как там 30 апреля 1945 года выдающийся австрийский художник стал жертвой сталинского режима. Да? Так вот, одним словом, приблизительно так сейчас подается история. Начинается романтизация нацистов, начинается там вокруг них там определенный, это еще не глорификация, но это уже мы на пути к этой глорификации, к сожалению. И очень многие начинают уже думать, так мы же не все знали, от нас же скрывали, так это все не так. И это фактически акт предательства наших предков, наших дедов, прадедов, которые погибли или которые воевали, которые вынесли на своих плечах эти все тяжести, которые стали победителями. Это фактически вопрос тогда задает вопрос, дед, зачем ты воевал? Угу. Условно говоря. Таким образом формируется новая абсолютно память. Память, когда я говорю, что это эластичная субстанция, но это не мной замечено. Фихте когда-то говорил о том, что если в комнате произошло какое-то событие, в это время находится там, например, какое-то количество людей, через мгновение они не смогут доказать, что это событие произошло так, а не иначе, а еще через мгновение они не смогут доказать, что это событие было на самом деле. Это еще начало 19 века об этом говорил. Людовик XIV говорил, врут как очевидцы. Но знаете, что говорить про очевидцев, если через 80 лет попросту начинают просто интерпретировать. Тимоти Снайдер, которого у нас раскручивают как чуть ли не икону стиля, как одного из ведущих историков, который там американец, который заинтересовался вопросами Украины, лет 8 назад на одной из берлинских конференций, он вообще выдвинул идею. Да вообще Гитлер не хотел воевать с Советским Союзом. Ему была нужна просто Украина. Просто ему нужна была Украина, и все. Если бы ему Сталин отдал Украину, все было бы хорошо. А то, что зачем он шел к Волгограду, зачем ему была Прибалтика и Беларусь, об этом он не Кавказ, говорит. конечно, планы на Кавказ. Конечно, да. То есть об этом никто не говорит. Просто сейчас конъюнктурно выгодно так говорить. Сейчас, кстати, Пинчук заказал Снайдеру историю Украины, один из авторов будущей концепции истории Украины. Я хотел бы посмотреть, кстати, на эту историю. Что касается как раз этих всех перекручиваний, я постоянно вспоминаю эти слова, которые, в принципе, вырваны из контекста, но все-таки принадлежат академику Покровскому, и которые звучат, что история – это политика, обращенная в прошлое. И у нас активно пользуются этим принципом. То есть политика, ее обращают в прошлое, и прошлое подтасовывает под политические задачи. В данной ситуации мы это наблюдаем. Мы наблюдаем историю как некую совокупность объективных фактов, между которыми необходимо установить взаимосвязь и дать концепцию. А у нас
изначально есть политический заказ, и под этот политический заказ подтасовываются факты. И один из этих политических заказов необходимо уничтожить память о Второй мировой, Великой Отечественной войне. Точнее так, необходимо уничтожить память о Великой Отечественной войне, обезличить ее до уровня Второй мировой. Вот. Только потому, что это одна из основ, которые связывают вот, Украину с Россией, Украину с Беларусью, Беларусь с Россией и так далее. Вот. Без определенной концепции, которая существовала, концепции памяти, концепции уважения, концепции, которая уважает единство вот, народов, которые совместно выстояли в войне, без уважения к победителям вот, нет фактически той связующей нити, которая бы связывала эти республики, потому что бывшие республики Союза, потому что это было главной концепцией или главной победой, то главное достижение, которое мог предъявить Советский Союз за годы совместного существования республик в Едином Союзе. Константин Петрович, понятно, что мне этот вопрос кажется ненужным, потому что все-таки спасибо там, да, среде, возрасту и так далее, там немножко вырос в другой атмосфере. Но как показывает практика сейчас, то, наверное, Новосик, приближаясь к 80-летию Великой Победы, нужно, наверное, этот вопрос задать. Потому что именно вокруг 80-летия круглой большой даты, которую вот сейчас испохабили декоммунизацией идеологически, и самим фактом наличия допущенной войны между Россией и Украиной. Это, смотрите, можно сколь угодно. Тут, я знаю, там любят в комментариях прибегать люди разные, там, да, и пишут друг другу, вот, там, украинцы предали, там, а вот мы там не предали. Сам факт того, что два народа воюют друг с другом, это предательство вообще этой идеи, то есть общей победы, которой 80 лет. И на этом надо делать акцент. Так кто победил в этой войне и почему, простите, пожалуйста, наши, я не знаю, обращали вы внимание или нет, там ЦПДшники вот эти все, борцы с фейками, да, с фейками российскими, говорят, вот, смотрите, они, русские, изобразили на пригласительных, там есть официальные открытки пригласительные, такая раздаточный материал, то есть приглашаем на парад, в руки, чтобы дать человеку. И они изобразили известную картину, где идут бойцы Красной Армии с транспарантом, там, третий, по-моему, Украинский фронт, да, то есть, и вот они изобразили это у себя, украли у нас наш Украинский фронт. Да елки-палки, вы поваляли памятники, затоптали, эксгумировали могилы во Львове, просто издеваетесь сейчас над памятью о тех событиях, но это вы простить не можете. Какая-то шизофрения. Вы знаете, на самом деле, вот, давайте говорить откровенно, в то время никто не делил на то, кто воюет там, кто стоит в строю. Украинец, русский, грузин, там, таджик, узбек и так далее, вот все они были гражданами Советского Союза. Вот в первую очередь. Они воевали в рядах Красной армии, рабоче-крестьянской Красной армии. Они все были бойцами. А уже тактические единицы, они в зависимости от поставленных задач принимали определенное название. Первый, второй Украинский фронт, третий Украинский фронт и так далее. Причем один из них был до этого Воронежским, третий Степным и так далее, потом переименовывались. Это не значит, что в Украинском фронте воевали только украинцы, в Белорусском только белорусы и так далее. Иначе бы нам тогда пришлось бы создать Казахский фронт, там, Узбекский фронт и так далее. Нет, на самом деле это не от этнического происхождения бойцов, а именно от тактических задач, которые ставились в данное время, там, 43-44 год. Вот, работали на том или ином направлении, поэтому и название было такое. А сейчас пытаются показать, называли Украинский фронт, значит, это были украинские части. Значит, это были части, которые
Это почти равнозначно, что украинская повстанческая армия, что украинский фронт, первый украинский фронт. Вот и то проявление украинского духа и Это украинской... проявление необразованности, прежде всего. Да, ну, понятное дело, что это антиисторический подход, но его пытаются максимально использовать. Знаете, что вот, да, вот части украинского фронта там, значит, освобождали Освенцим, значит, это освобождали украинцы. Да? Значит, вот так, в таком духе. Вот это передергивание фактов, на самом деле. Ермак. Дизайт. Издание. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий, но как реалисты понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Значит, хотим мира, на его наступление зависит не только от нас. Если бы все зависело от Украины, все уже давно было закончено. Но реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания. Ну, в общем, понятные тезисы, мы их слышим в последние недели. Более 50 дней назад Трамп предложил полное 30-дневное перемирие. Мы согласились. Россия ответила трехдневным перемирием на парад. Мы готовы к переговорам, но только после полноценного прекращения огня. Это позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши красные линии – это Конституция, международное право и Устав ООН. Не, ну, понятное дело, что другого же ничего сказать невозможно. Вот. Другого, знаете, в любом случае есть несколько аспектов. Вот. Что означает перемирие? Просто прекращение стрельбы. Вот просто стоим и ждем, курим месяц. Вот. Или же это распространяется еще и на тот момент, что стороны не подвозят новые средства, там, условно говоря, новое оружие, там, не формируют новые части, не привозят их на фронт. Условно говоря, перемирие – это режим тишины только, или же это режим подготовки к новому наступлению, к новым боевым действиям? Что это, условно говоря? И пока не дан ответ, пока стороны не договорились о том, что хорошо, мы перестаем стрелять, вот, но за это время прекращается там перевооружение и усиление армии, вот, до тех пор, очевидно, невозможно достичь этого перемирия. Потому что стороны не верят. Есть абсолютное недоверие двух сторон. Абсолютно понятное в этой войне. Но почему там со стороны Украины это называют каким-то первым шагом? Первым шагом к чему-то? Мы, наши европейские друзья, США, пристегивает Ермак к Украине. Давайте говорить откровенно. Есть позиция Украины, есть позиция европейских друзей, так называемых, и есть позиция Соединенных Штатов. И она абсолютно разная. И поэтому говорить о том, что есть совместная позиция, выработанная, что есть совместное там, понятийное поле, вот это будет преувеличение. Что это за история с каким-то контрмероприятием ко Дню Победы 9-10 числа? Значит, что известно? Нам сообщила Радио Свобода, что приедут во Львов подписывать какой-то львовский трибунал, какие-то представители европейских стран. Потом нам инсайдят, что 10 числа на следующий день европейские лидеры приедут в Киев, там тоже для того, чтобы, собственно, потужно как бы встретить вот эти дни майские. То есть, ну, поймите, все вроде как понятно, что, по сути, никто же не приедет. А что за Львовский трибунал? Смотрите, большое количество пустых форм. Помните, когда-то была такая акция, даже несколько раз повторена, это Крымская платформа. Вот. Приезжали лидеры, выступали, красиво там, значит, говорили, заверения, что мы признаем Крым украинским и прочее. А дальше что? Что за этим? Вот. Я общался как раз в ту пору с некоторыми представителями Министерства иностранных дел, которые занимались как раз подготовкой этой Крымской платформы. Я говорю, а ради чего? Они честно говорили, ну, нам сказали это сделать, вот мы делаем. Ради чего? И какой следующий шаг, мы не знаем. Ну, хорошо, ну, проведут там Львовский трибунал. Ну, хорошо. Ну, кого-то там, наверное, на этом трибунале осудят. Ну, вот, решительно. И
Вот. Осудили Путина, условно, на трибунале. Дружно сказали, Путин враг, Путин там такой, сякой и так далее. Навешали эпитетов. Вот, условно говоря, это на сон, аппетит Путина каким-то образом повлияет на позицию России. В России кто-то от этого, там, скажем, там, кому-то станет жарко, холодно от этого. Вот. После всех тех принятых санкций, после всего того, что на Россию уже обрушилось, но еще этот декоративный трибунал, ну, это будет так себе просто. Зато поставят галочку. По телевизору покажут. Вот. Опять же, фуршет какой-нибудь организуют красиво, медальки раздадут. Ну, то есть, все будет чин по чину. Но, выхлоп, коэффициент полезного действия, об этом никто не думает, о коэффициенте полезного действия. Будет громко, красиво и, ну, скажем так, для себя сделано, а не для них. Зачем Зеленский вывалился на Крещатик фотографироваться с простыми людьми? Ну как, он же сфотографировался в Праге с уборщицами. Надо показать, что он не только с уборщицами фотографируется. Надо показать, надо поиграть в демократию. Знаете, это же известная история, которую Пикуль описывал в «Фаворите». Ну вот, когда Екатерина II для того, чтобы показать свою русскость, что она вот стала, что она полностью осознала себя русской императрицей, она решила пойти в русскую баню. А в то время бани были общими. Мылись там мужчины и женщины. И тогда Екатерина Дашкова ей якобы сказала, стоит ли быть столь откровенной со своими подданными. Вот, ну, Зеленскому никто так не сказал. Вот он решил быть откровенным со своими подданными. Ой. Да, кстати, приходят новости вот прямо сейчас, что на подлете к Москве мэр Москвы Собянин сообщает, сбито еще 5 беспилотников. 5 беспилотников. Росавиация возобновляет ограничения на прием-выпуск самолетов из Домодедово. А там Си уже находится. Ну, нет, Можно уже... находится в Москве. Нет, ну так, а можно считать, что это уже удар по Москве? Вы понимаете, вот на месте Собянина, даже если бы не было ни одного беспилотника, я бы рассказал бы о десятках самолетов, беспилотников, которые сбиты. Вот. И вообще, я бы сейчас бы вот на месте российских пропагандистов, я бы абсолютно открыто указывал бы Си Цзиньпину, вот видите, мы защищаем ваш покой, сон и так далее. Вот, потому что вот эти вот, которые там с той стороны, вот, они там пытаются вот, достать. Пытаются. Даже если бы не было ни одного самолета, я бы говорил бы, акцентировал бы на этом внимание. Ну, таковы законы пропаганды. Зачем Зеленскому сейчас именно таким образом подставляться? Зачем сейчас украинским властям действовать именно таким образом, я не знаю. Что они от этого получат. Константин Петрович, по поводу того, кто что получит. Слушайте, эпопея прям двухсерийная, точнее трехсерийная. Завтра ратификация сделки с Соединенными Штатами. Даже четырехсерийная. Ермак встречается вчера с временной поверенной. То есть, ну, пока не послом, но временной поверенной, Дэвис. Значит, встречаются, обсуждают они что-то там. В общем, все вопросы обсудили, такая хорошая встреча, все замечательно. Дальше заседание комитета международного, и там говорят, слушайте, ну, сделку мы, конечно, утверждаем, однако есть, скажем, такой момент, что вот эта сделка утвержденная, пускай она распространяется на всю территорию Украины конституционную. Ну, хорошо, на то мы порешили. Потом нужно было еще раз собираться, и выписали, что нет, подождите, мы рекомендуем голосовать только за этот документ. Ни за какой другой, только за этот, который там ссылается на что-то, но то мы тоже должны ратифицировать. То есть, как бы комитет предлагает парламенту субъектность проявить. Другой комитет, ну, экономический, говорит, вообще все хорошо, все отлично. И завтра мы выходим на сделку. Причем самое интересное, что временная поверенная присутствовала на заседании комитета, по зуму, когда всех включали. То есть непосредственно участвовала в этом обсуждении. Примут ли завтра эту сделку и что она будет означать для Украины и для Зеленского? Я думаю, что ее примут. Более того, после всего того, что Зеленский сказал, что надо лишать американских виз всех тех, кто не проголосует и так далее. Вот, после того, как он тут продемонстрировал готовность.
очевидно, что завтра примут эту сделку. Но что будет означать, знаете, уже было два прецедента нарушения принципа, по которому нельзя привлекать к ответственности людей за коллективные решения. Вот. То есть депутаты принимают решение, они, если принимает это коллективный орган, и он принимает это решение, значит, это решение нельзя, за это решение нельзя привлекать к ответственности депутатов. Первый раз это было 16 января, после законов 16 января 2014 года, когда депутатов наказывали за то, что они проголосовали за определенные законы. Второй раз это когда было принято решение также привлечь к ответственности за то, что они ратифицировали Харьковскую договоренность. Так вот, если будет ратифицирован этот договор, вот, то я уверен, что на протяжении ближайших 10 лет, возможно, даже раньше, возникнет вопрос персональной ответственности всех тех, кто голосовали за нарушение Конституции, за сдачу государственного суверенитета, суверенных прав, которые принадлежат украинскому народу, за то, что они распоряжались имуществом украинского народа, вот, и так далее, за то, что была нарушена Конституция неоднократно, украинское законодательство, за все это придется ответить. И они сейчас на растяжке, депутаты. Они понимают, что с одной стороны есть Зеленский. Если кто-то не проголосует, будет личным врагом Зеленского. Если проголосуют, то пройдет немного времени, и они предстанут тоже перед следователем. Извините, пожалуйста, что-то... Вам же можно возразить, как много-немного времени. Ну, подождите, Зеленский, мы так смотрим на него, он, конечно, с людьми фотографируется, но как-то выборы не спешит назначать. Уже 6 лет прошло, как он у руля. Может, и 7 пройдет, может, и 10 пройдет. Знаете, когда один из людей из ближайшего окружения Зеленского в 22 году мне говорил о том, что мы же пришли лет на 20, не меньше, я тогда посмеялся. Вот. А сейчас почему-то мне не смешно. Да, никому не смешно. Да, в том-то и дело. Так что, вот. А тогда мне абсолютно искренне это говорили. Куда же ему? Он же еще молодой, вот уйдет от отставку. Куда? Ему же на сцену не возвращаться. Вот. Всех высот он достиг, поэтому пусть сидит там до 62-63 лет. Я понимаю, это, конечно, такая горькая ирония, но что касается Зеленского, знаете, практически все диктаторы считают, что они пришли навечно, что их власть будет вечная. Вот. Кто-то бы сказал в 2007-2008 году Муаммару Каддафи, что ему осталось там пару лет всего-то, и что там потом пройдут такие там перемены. Кто-то бы сказал там в 2000 году Саддаму Хусейну, что будет с ним в 2004, 2003-2004 годах. Вот. И так далее, и так далее. То есть на самом деле проблема любого диктатора в том, что они верят в свою вечность. Константин Петрович, а скажите, пожалуйста, по поводу вот какие-то странные рейтинги опубликовали доверие, да, украинцев к разного рода людям. В общем, Залужному доверяют всего 70%, это суммарно, там, Буданову 65%, Зеленскому 58%, да и вообще какая-то странная тройка лидеров. Если бы второй тур был бы, так предполагают из этого исследования New Image Marketing Group, то, собственно, обыграл бы Залужный Зеленского. Не сильно много, но обыграл бы. Смотрите, я обычно обращаю внимание на фирму, которая проводит исследования. Если я знаю эту фирму, знаю ее методику, знаю, как она проводит какие методы, какое у нее поле, какая выборка. Понятное дело, что я как человек, который в этом варился не один десяток лет, я подхожу к этому. Я эту фирму, скажу честно, не знаю. Вот честно скажу, я не знаю. Они говорят о том, что они уже не 1 год существуют, но я не знаю. Возможно, у них суперсовершенная методика. Возможно, что они там действительно как-то применили эту методику. Я же не знаю, не буду говорить. Но я не знаю другие исследования этой фирмы. Мне не с чем сравнивать просто, как они это. Я с ними не сталкивался. Нет, я просто, если мы в комплексе посмотрим, Константин Петрович, то у нас получается Зеленский
И куча Вот. таких военных, околовоенных, в общем, ну, вы понимаете. То есть нас Да. ждет такой военно-полевой лагерь Украина. Ну, И нет, такое вот смотрите, еще один впечатление. момент. Еще один момент. Речь идет не о президентских рейтингах, речь идет о доверии и недоверии. Доверяете, не доверяете. Нравится, не нравится, условно говоря. Вот по такому принципу. Рейтинг доверия. Вот. У нас очень часто путают рейтинг узнаваемости, рейтинг доверия, президентский рейтинг. Это абсолютно разные рейтинги. Поэтому я бы не стал бы на это особо обращать внимание. Опять же, очевидно, что могли там, фактически в данной ситуации не плюсуется, чтобы там получилось 100%. Вот. Просто доверяете, не доверяете этому человеку. Вот. Поэтому это просто эмоциональное отношение людей к тем или иным политикам. Но я бы, наверное, вот появилось это исследование, у меня первое впечатление было, что просто кому-то не терпится отправить в отставку Буданова. Вот. С Залужным все понятно, он у нас, в принципе, лидер симпатий. Вот. Но вот кому-то очень хочется отправить в отставку Буданова, не терпится его там сместить с кресла, зная особенно его очень, в кавычках, теплые отношения с Ермаком. Вот. Буданов и Ермак живут как кот с собакой. Вот, наверное, только для вида там демонстрируют улыбки и так далее. Но вот кому-то очень хочется сплавить Буданова и назначить какого-то более лояльного к Ермаку человека. А возможно, кому-то очень хочется, хочется, чтобы Буданов ушел в политику, чтобы не отягощался там вот этими там разного рода формальными должностями, вот, а просто чтобы шел в политику и уже как там под всеми парами вот, набирал президентский рейтинг и создавал конкуренцию Зеленского. Возможно, и это. Поэтому я не знаю, кто был заказчиком, я не знаю, по какой методике проводился опрос, я не знаю, что это за фирмы, и поэтому я не могу доверять этим результатам. Ам, Константин Петрович, есть ли какие-то перспективы, м, ну, давайте так, перспективы, не договариваясь, да, а просто взять и завершить, ну, вот такую горячую фазу, уйти ее, ну, так скажем так, на спад и на ноль, негласно не Теоретически может быть все, договариваясь. что угодно. Теоретически может быть все, что угодно. Я уже неоднократно выступая говорил о том, что обе стороны на каком-то этапе могут заявить о своей победе. Обе стороны. Вот. Путин может сказать, вот, мы победили, вот, так что все остальное решим дипломатическим путем. Зеленский тоже может сказать, у нас осталась государственность, Путин же не захватил, не дошел до Ужгорода, условно говоря. Вот, осталась государственность, остался выход к морю. Вот, у нас есть армия, вот, у нас есть президент, который сидит в кресле и нефтик, вот, и так далее. То есть у нас все хорошо, так что вот мы, ну а там территории мы потом дипломатическим путем вернем. И каждая из сторон скажет о том, что мы переносим вот этот конфликт в дипломатическое поле. Так что Повлияет ли, ну вот сейчас, например, все очень вчера ночью перепугались, индо-пакистанский вот этот пожар, да, который, ну как, вот он вроде как вспыхнул, но пока не разгорелся, хотя вот в эти минуты тоже приходят, ну, видимо, как это, ночь, да, и начинаются какие-то действия боевые между, ну, в районе Кашмир. Там мечеть разрушена, вроде как сбили самолета два Рафаля индийских пакистанца, потом сказали, это нарисовали, это выдумали это все. Потом вроде как не выдумали, потому что пакистанцы показали пилотов, которые катапультировались, выжили, но в тяжелом состоянии. В общем, начинается серьезная заваруха. Я бы не спрашивал о Пакистане и об Индии в контексте вообще продолжения войны в Украине, если бы не одно «но». Пакистан говорит, что кучу оружия передал Украине, и поэтому ему нечем защищаться. перед этим Украина передавала большое количество оружия Пакистану, продавала, точнее, извините. Вот. Пакистан был одним из главных потребителей украинского оружия, бронетехники в первую очередь. Мы же фактически все, что у нас было на складах, мы же в Юго-Восточную Азию, либо же в Пакистан поставляли на протяжении почти 30 лет.
Это же был главный рынок сбыта для нашей продукции. Вот. Ну, Пакистан нам что-то там передавал. Так что, да, я бы не сказал бы, что они полностью обнажили все свои там склады. Вот. Но, да, шли определенные, определенная продукция. Вы понимаете, когда где-то начинается война, сразу же все остальные страны, которые говорят, о, сейчас заработаем. Вот, и, соответственно, зарабатывают. Очень цинично это все происходит. Кстати, Индия, вот мне как раз специалисты по торговле оружием, вот, по продаже оружия, они мне недавно рассказали, Индия, она не покупает оружие как раз. Она берет либо опытные образцы, вот, как было с российской атомной подводной лодкой, либо же покупает технологии, вот, производя уже у себя. А вот покупать закупки оружия, говорит, нет, знаете, вот там нас не интересует это особо. Вот Пакистан, да, Пакистан скупает оружие там на всех этих оружейных форумах, ярмарках и так далее, выставках, то есть они всюду присутствуют, это есть. Ну, извините, но взаимоотношения, вот эти вот напряженные взаимоотношения между Пакистаном и Индией, которые являются следствием колониальной политики Великобритании, Великобритания специально, уходя со своих колоний, она всегда оставляла там какие-то мины замедленного действия. Вот. Так вот, вот эта напряженность, она на протяжении там, ну, скоро 80 лет уже будет, как она наблюдается. Вот. И там взрывоопасность в регионе, она только, скажем так, большая, меньшая, но сказать о том, что там может наступить в ближайшее время прочный мир, невозможно. Вот. Потому что, ну, вот есть определенная такая, есть определенная особенность. Хотя очень многие, те, кто смотрят за Ближним Востоком и говорят, есть определенные знаки, потому что именно на Ближнем Востоке должна начаться Великая война, Армагеддон, потому что там именно холм Мегидо там находится, и именно там, вот, не дай бог, чтобы на Ближнем Востоке что-то случилось. Так пусть почитают Махабхарату. Вот. В Махабхарате как раз описывается огромная битва, которая была именно в том регионе, именно там, где сейчас взрывоопасность. Там битва, в которой, там, по некоторым данным, миллионы принимали участие, вот, которая описывается нечто подобное на ядерный взрыв. Вот. Так что, знаете, древние священные тексты, они иногда заставляют определенные апокалиптические настроения развивать в себе. Путин жахнет орешником, если дроны полетят на 9 мая. Я не исключаю этого. Я этого не исключаю, потому что, опять же, мы говорили, что о последствиях у нас мало кто задумывается. Написать потом, что ах, какой молодец Зеленский, что там послал там несколько беспилотников в Москву. Вот. Ну да, там сутки можно этому порадоваться будет там в социальных сетях. Посмотреть, как будут писать о том, что вот она сила нашего оружия, и что нам Путин сделает. А потом, может быть, прилет орешник. Но об этом уже никто не будет писать, будут писать что, разве что о том, что посмотрите на то, что каким разрушениям подверглись, сколько человеческих жизней, вот, а чем мы виноваты, а за что нас и все прочее. То есть надо необходимо, очевидно, на какие-то символические моменты и моменты политические тоже обращать внимание. Поэтому я более чем уверен, что Зеленский все-таки, если не сам Зеленский, то те, кто ему советуют, вот, кто более, скажем так, умнее и сильнее Ермака, вот, что они ему все-таки в последний момент скажут, что давай не сегодня. Паскудит Эстония, вот, пишет словацкая СМИ, Актуалити, говорит, Эстония несколько минут назад сообщила, что не позволит нам пролететь через ее территорию, несмотря на то, что Словацкая Республика имеет круглосуточное разрешение на использование ее воздушного пространства. Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву. Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут. Это заявление Фицо свежее. То есть Фица не долетел. Там я говорил, Вучич долетел. У Фица тоже теперь проблемы в полете. Слушайте, Да. Ну, я вообще, знаете, так вот смотрю на это все.
А зачем они, вот эти все люди, Это эти уже страны? внутренние моменты, Нет, так которые... а зачем они так пиарят, если вы там не признаете, не нравится? Зачем такой промоушен делать параду в Москве? Все завтра, Да. послезавтра будут Да. его смотреть. Все. Это, кстати, вот еще раз, скажем так, это очень важный момент для определенности внутри Европейского Союза. В Европейском Союзе показывают, что есть страны-изгои. Но эти страны-изгои демонстрируют, что Европейский Союз уже не является однородным объединением или равноправным объединением государств. Вот, что существуют внутренние конфликты. Я не помню кто, но кто-то из экспертов сегодня написал, что вот ровно после того, как Фицо не пропустили через территорию Прибалтики, вот, этот момент стал началом конца Европейского Союза. Вот. Потому что вопрос равноправия, вопрос справедливости и прочие принципы, они попросту на сегодняшний день игнорируются в Европейском Союзе. И вопрос тогда существует, а для чего тогда нам быть вместе? Если экономика трещит по швам, если экономика неравноправна, в принципе, что есть одни которые более равны, чем другие в том же Европейском Союзе, если нет единой оборонной позиции или политики, если нет единого уже теперь скажем, даже если нет единого воздушного пространства, вот, то зачем быть вместе тогда? Вот. И этот вопрос, очевидно, будет все чаще и чаще подниматься в силу того, как будут развиваться отношения во многих европейских странах, политические процессы во многих европейских странах. Знаете, больно смотреть на Мерца. Вроде как избрали человека. Ну, вроде как. Да, со второй попытки, но не уже клеймо второсортного, потому что это впервые в истории коалиция не выбрала в первом туре канцлера. И он делает сейчас какие-то очень странные заявления, вообще не в попад. Его спрашивают: Таурусы будешь давать Украине? Он уклоняется от ответа, потом начинает говорить, что, вы знаете, без США мы не справимся. Обещал же первым в Украину приехать. Нет, там вот во Франции сейчас, потом еще будут визиты, и где-то там в течение ближайших недель может и появиться. Что происходит с Германией и долго ли усидит ли Мерц? Смотрите, Германия попыталась играть в игры, в равноправные игры с другими европейскими игроками, попыталась снова быть лидером, стать лидером в Европейском Союзе, где сейчас уже лавры лидера примерил на себя Макрон. Но Мерцу вовремя подсказали, что Германия до сих пор является во многом зависимой от Соединенных Штатов, что в Германии действует основной закон, не конституция, а именно основной закон, принятый в 1949 году, оккупационный основной закон, вот, который писался под диктовку Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты оставляют за собой очень серьезные рычаги влияния на германскую политику. И если завтра Германия попытается показать, что они сами с усами, то им очень скоро покажут их место. Вот. И в данной ситуации Мерца поставили на серьезную растяжку. С одной стороны, вот его желание быть главнее всех в Евросоюзе и задавать тон, и играть фактически в одну игру с глобалистами. А с другой стороны, есть Трамп, есть соответствующая позиция Соединенных Штатов, и есть, скажем, слабая, но все-таки, скажем, скрытая, не слабая, а скрытая все-таки, но зависимость Берлина от Вашингтона. Да уж, ну, конечно, такие удивительные вещи происходят вокруг непосредственно нашего мира в Украине. Слушайте, ну получается, что он опять недостижим, и снова будем воевать дальше. Вы согласны с этим утверждением? Вы знаете, на самом деле, я очень боюсь, что у нас под э, соусом заявлений о том, что нас ждет перемирие длительное, что мы готовимся к миру, что готовы мы, а не готова та сторона и так далее, что там Трамп сейчас вот, придет, порядок наведет и прочее, вот, что у нас готовится новое контрнаступление,
и что у нас готовится к новым боевым действиям летом этого года. Вы понимаете, на самом деле я боюсь, что именно это является мейнстримной линией и задачей, которую ставит Зеленский сейчас своему окружению. А все разговоры относительно мира, перемирия и прочее, прочее, что все это пока что элемент, э, элемент попросту таких себе дипломатических разговоров или политических разговоров, которые призваны попросту приспать бдительность и внимание. Не только противника, но и мировой общественности и собственных граждан. Ну, то есть, насколько я понимаю, вот эти все... Ну, сегодня там советница Сырского выдала на гора, говорит, вообще как бы надо пушить эту тему. Пушить, говорит. Ну, в смысле, проталкивать, да? Чтоб женщин на строевую службу, на строчку записывать. Да. Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки, да? Так, как у Шевченко. Так что вот именно. Так что, знаете, когда речь заходит о понижении или повышении призывного возраста, о необходимости призыва женщин, о необходимости призыва там, определенных категорий, которые имеют сегодня отсрочку и так далее, это говорит не просто о проблемах в армии, не только о проблемах с призывом и с наличием мотивированных граждан, это говорит о катастрофе. Гитлер в ходе Второй мировой войны начал подобного рода действия, вот понижение призывного возраста и повышение призывного возраста и призывы ко всем гражданам вот, вливаться в ряды Рейха в октябре 1944 года. Что было в апреле 1945 года, я не буду напоминать. Да, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. Значит, у нас Трамп проснулся. Кроме того, что объявил 8 мая Днем Победы, он еще заявил, что пришло время принимать решения по войне в Украине. Вот все, на стол. Не по столу, а на стол. Да. Решение по Украине. Примут решение, да. Придет Венс, придет там Рубио, придет Кушнер, сядут и скажут, что вот у нас есть предложение. Трамп скажет, принято. Вот. И что? Вот. На протяжении 24 часов остановить войну? Война стой раз-два? Ну, тут, наверное, не в этом смысле. Если Нет, я понимаю. На самом деле, Нет, нам ну давайте я в течение полную дам. длительного времени, несколько месяцев, нам говорят о том, что вот сейчас мы увидим план Трампа. Мы видели план Келлога, план Уитка, мы видели разные другие, но мы плана Трампа так и не видели. Смотрите, вот это вот пресс-конференция, скажем так, ну, они там приводили посла в Китае своего к присяге. Да? Вчера Витков, кстати, присягу принимал, сегодня посол Пердью его зовут, Пердью, Дэвид Пердью, посол в Китае. Тоже очень важно в контексте мировых вот этих взаимоотношений США и Китая и будущих переговоров по пошлинам в Швейцарии, о которых мы упоминали. И у него спрашивают, почему. Трамп говорит, мы подошли к моменту, когда придется принимать некоторые решения в контексте украинского кризиса. Я не рад этому, говорит Трамп. Не рад. Журналистка говорит, Венс заявил, что Россия слишком много хочет для окончания войны. Учитывая это, у вас есть еще уверенность в том, что сработает? Трамп отвечает, когда он это сказал? Ну, возможно, он прав. Он может знать некоторые вещи, потому что я занимался этим и некоторыми другими вопросами. Но мы подошли к моменту, когда придется принимать некоторые решения. Я этому не рад этому. Смотрите, дело в том, что остановка войны сейчас, вот если сейчас вот остановить, по принципу даже, если будет там определенная нейтральная зона, если будет остановка по линии соприкосновения, если даже будет принято целый ряд решений, которые будут встречены как определенные работа навстречу Путину и так далее, все это будет означать главное, что Запад эту войну проиграл. Не только Украина, Запад. Потому что за Украиной стоял Запад.
Запад давал деньги, Запад давал оружие, советников, давал определенные там установки относительно того, что давайте лучше воевать или давайте там вести переговоры. То есть все это было срежиссировано Западом. И поэтому, если Трамп говорит так, то, очевидно, ему придется идти на определенные непопулярные вещи. Когда он говорит, что я этому не рад, когда у него нет сегодня, не ощущается вот этой постоянной его надменности, которую он демонстрирует, что, и уверенности, он просто говорит о вынужденности определенных шагов. Ну, тут С одной стороны, это может отдельно вселять наши... надежду, но давайте еще один момент. Не-не-не, наши перевели, я уже тут вижу, что это перевели, что это в отношении России надо принимать Ясно, да, решение. да. Так что это мне напоминает Юрия Бойко, который говорил сначала про диктатуру, которая, это, значит, про диктатора, диктаторский режим, а потом на следующий день после беседы на Владимирской в СБУ сказал, я имел в виду Петра Порошенко. Да? Это очень похоже так. Знаете, что касается данной ситуации, смотрите, все-таки давайте, есть Трамп, Соединенные Штаты, их позиция, но есть еще Британия. А британские политики говорят, что все хорошо, надо воевать дальше. Вот, они и формально, и неформально в частных разговорах говорят, надо воевать дальше. Вот. Мы уверены, что еще полгода, год в России все посыпется. Главное, чтобы Украина стояла, мы дадим еще денег, мы дадим оружие, мы сейчас вот все обеспечим, говорят британцы. И, соответственно, и Зеленскому эта позиция более близка. И он потом, после разного рода слов, там приезжает, поэтому больше к Лондону, чем к Вашингтону. Я думаю, что мы можем иметь, даже несмотря на определенные оптимистические заявления Трампа, мы можем иметь большие проблемы. Рано или поздно Вашингтон поймет, что Зеленский превращается тоже в проблему определенную. О Ну, чем-то они лучше, начали догадываться, они о чем-то начали догадываться в феврале, когда Зеленский побывал в Белом доме. Потом вроде бы все это загладили, но я думаю, что сейчас, если будет продолжаться подобного рода политика, вот этого вот именно челночной дипломатии, специфической челночной дипломатии Зеленского, то она может очень дорого стоить самому Зеленскому. да уж, да уж, да уж. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Ну, опять-таки, да, ставим такие 3 точки с отсылкой на наши будущие эфиры по средам, по вечерам. Приходите сюда с Костем Бондаренко, обсуждаем все самое свежее. Вот Трамп говорит, пришло время и не рад, а надо принимать решения. Ну, так уже многие не рады. И уже устали ждать Трампа с его решениями. Итоги нашего вопроса. Как вы думаете, в отношении войны в Украине Трамп 18% забил и расслабился до свистка, забежал в офсайд, тоже 18%, 30% выжидает голевой момент и 34% решил на матч не приходить. Спасибо большое за то, что проголосовали. Ну, вот такие итоги. Ну, очень интересно, так что очень интересные итоги, исходя из футбольных пристрастий и футбольных параллелей. Так что, ну, видите, вот многие решили, что Трамп попросту решил не приходить на футбол, но Трамп вот в последнее время, последние минуты фактически немножко другую версию выдал. Да, в последние минуты, буквально сейчас в прямом эфире это все, да, вот между нами и происходит. Имеется в виду в нашей компании, да, в нашем Да. кругу. Спасибо вам большое, что ставите лайки. Давайте перейдем к вопросам. В начале вопросы из клуба зрителей, как я анонсировал. Поехали. Уважаемый Константин, согласны ли вы с утверждением о том, что попытка удара по месту проведения парада – это индикатор того, идут ли какие-то подковерные переговоры о мире, или их полное отсутствие и дальнейшая эскалация? Спасибо за ответ. Да. Иногда разговоры, иногда вот именно разного рода заявления, они являются скорее имитацией бурной деятельности, чем и бравадой, чем реальными намерениями. Поэтому я думаю, что не от большого ума Зеленский делает подобного рода заявления, не от большого ума, потому что я думаю, что это та ситуация, когда можно накликать беду. Вот. А попросту
я думаю, что в данной ситуации, я не знаю кто, но советует Зеленскому делать подобного рода шаги. Вот, вместо того, чтобы показать, что да, вот мы действительно принимаем в данной ситуации предложение, несмотря на 3 дня, да, мы готовы вот, воздержаться от любого рода действий, вот, потому что речь же идет не только о России, речь идет в первую очередь о жизни, безопасности целого ряда э, государственных деятелей других стран. Но вместо этого зачем-то вот это абсолютно ненужное, вот этот конкурс капитанов, который устроил Зеленский. Слушайте, еще 3 беспилотника уничтожили на подлете к Москве. Собянин сообщил. Слушает, видимо, эфир мэр Москвы. Все, как вы советовали. Еще 3 сбили на подлете. Есть сообщение. И тут же звучит вот прям в эти секунды угроза баллистики в Киеве и там ряде областей ширится страной. Продолжаем вопросы. Александр, здравствуйте. Хочу задать вопрос Константину. Как он думает, Зеленский хочет перемирия для дальнейшего пути к миру или для того, чтобы попробовать потянуть время, пока Россию ослабляют санкции, попробовать перевооружиться и пополнить войска и взять реванш? Мы сегодня как раз об этом и говорили фактически. Вот. Зеленский представитель партии войны. Мир ему не нужен. Это я в этом абсолютно убежден. Я об этом постоянно говорю, потому что наступление мира в Украине – это конец режима Зеленского. Константин Петрович, здравствуйте. По-вашему, после перемирия и открытия границы Украины демографический потенциал на любую попытку отвоевания вообще останется? Демографический. Я понял суть вопроса. Ну, смотрите, все будет зависеть не столько просто от простого прекращения войны, открытия границ и так далее. Все будет зависеть от того, что будет с украинской экономикой. Вот. Это первый момент. Как скоро сможет восстановиться украинская экономика, вот, потому что нам же обещают, что придут инвестиции, что сейчас нас начнут тут восстанавливать, в чем я абсолютно сомневаюсь. Вот это первое. Как только будет определенное ощущение тупика экономического, вот значительная часть людей поедут в поисках заработков, и не только на Запад, потому что Европа уже достигла определенного предела относительно принятия у себя, относительно того, чтобы принимать у себя новую рабочую силу, будут ехать в разные направления, в том числе и в Россию. В том числе в Россию поедут большое количество украинских граждан, потому что вопрос будет стоять в том, а где работать, где Мгм. получать Да. заработки. Значит, переходим в сообщество YouTube. Добрый вечер. Живу в Польше. Внимательно слежу за политикой внутри ЕС. Обратил внимание, что Игорь пишет, что очень ужесточается политика для мигрантов. Например, в Польше хотят ужесточить получение резидента ЕС, а также получение в дальнейшем гражданства. А именно хотят поднять уровень знания языка с B1 на B2. В общем, студентов, иностранцев касается, кто в вузы поступает. И последнее – это поднятие срока пребывания на резиденте для получения гражданства с 3, внимание, до 10 лет. Многие партии в Польше строят свои предвыборные обещания вокруг темы иммигрантов. И это не только в Польше. Вопрос, это просто Европа подхватила политику МАГА и так готовится открытие границ и выборы в Украине? И Европа вообще готовится к потоку беженцев с нашей стороны? Да. Именно потому, что Европа готовится к потоку беженцев, именно поэтому Европа ужесточает определенные правила. Понятное дело, что Европа заинтересована в том, чтобы приходили не просто люди, которые сидят на социале, вот, а чтобы приходили люди, которые будут пополнять ее бюджет. Вот. Понятное дело, что когда в 2022 году Европа открывала свою дверь для украинских беженцев, она не считала, что это будет длиться долго. Они, наверное, слушали Алексея Арестовича и думали, что война продлится 2-3 недели, поэтому можно открыть. Вот война уже длится 3 года, 4-й год пошла, и, соответственно, в данной ситуации война изматывает бюджеты многих государств. В будущем, очевидно, будет диверсифицированный подход к беженцам, в том числе из Украины. Если беженец приходит и
создает определенные блага и создает определенную добавочную стоимость и так далее, и если беженец готов работать на пополнение бюджета новой страны, то он будет получать вид на жительство, а дальше в перспективе, уже если он интегрируется в культурное пространство, то он будет получать и возможность получения гражданства. Мгм. Вот. Это, в принципе, абсолютная необходимость для любого государства, которое пытается защитить интересы собственных граждан. Вот. Так что ужесточение условий для пребывания мигрантов, это же существует всюду. Вот. Даже в России тоже происходит сейчас то же самое. Те же дебаты сейчас происходят относительно, ну, правда, там относительно представителей Средней Азии, выходцев со Средней Азии. Но все равно там же ведутся дискуссии, что необходимо повысить критерии, там, языковые критерии, там, культурные критерии, необходимо обезопасить граждан и прочее от возможного проникновения террористов. Та же ситуация и с Европой. Вот. Никто не хочет столкнуться не просто с беженцами из Украины, а с теми украинцами, которые приедут, пройдя через армию, пройдя через Так определенные они, подождите, они психологические. с нашими столкнулись, обычными, еще не Да, да, да. воевавшими. Например, в Чехии сейчас создаются специальные подразделения в полиции, которые будут заниматься исключительно именно ситуацией в украинской среде. Потому что Чехия столкнулась с таким понятием, как украинский криминалитет. Это мне говорят чехи сами, вот, что вот создаются определенные вот, структуры. И я думаю, что та же ситуация будет и в Польше, и в Германии, где большое количество украинцев. И, скажем так, приехали украинцы, которые э, создают определенные сообщества. Ну, не буду на этом акцентировать внимание, думаю, что и так понятно, чем это может Мгм. обернуться. Значит, вот такой вопрос, кстати, хороший, лаконичный. Александр Зеленый спрашивает. Зеленский всех переиграл? Нет, Зеленский считает, что он играет что играет роль, я не знаю, там, Гамлета или еще какую-то. А на самом деле вот, все воспринимают, что они пришли на детский утренник. Елена Заводова спрашивает. Добрый вечер. Можно ли считать проход украинцев на параде в Лондоне достижением одной из целей СВО демилитаризации? Ну, я думаю, что это было позорное на самом деле явление. Вот нет, само участие украинцев в парадах, военных парадах, это всегда приветствуется. Но то, как было организовано это прохождение, ну, извините, пожалуйста. Да. Вот. Не мной было подмечено, когда проводили параллели между прохождением, как проходили раньше строем, значит, на Красной площади украинские части там, 15 лет назад, вот, и как это жалко выглядело все-таки в Великобритании. Ну, не будем развивать эту тему, ни Да. про этот помет на Да, я понимаю, асфальте, я ни не, про вот то, нет, все что все видели, все видели, все знают. старая вот эта история, старое выражение, сейчас точно не вспомню, как-то или без портупеи, или без ремня по параду ходят пленные только. Ну, вот как-то так. Да. Там же Не, ну, я же говорю, что в ну, принципе есть. не, я Да, просто, я объясню, там же в парадном, да. любой страны, там всегда вы найдете ремни, там всякие эти, все вот Аксельбанты, эти, ну, портупеи, все такие прочее, да, штуки, да. парадный, да, парадный вариант, да. Вот, и как-то вот даже выглядели так, да, не по парадному. Ну, в общем, я как бы с вами солидарен в этом отношении. Зачем это нужно было? Еще король там им Да. салютовал. А, так, вопрос. Здравствуйте. Нормальные украинцы хотят мира. Нормальные россияне тоже. У каких сейчас численное преимущество? У нормальных или не очень? И что у нас... что у нас сейчас такой дурдом или школа? Спасибо. Знаете, к сожалению, вот, нормальных людей всегда больше. Вот, К вот это, сожалению. к сожалению, да. К сожалению, почему? Потому что вот это большинство безмолвствующее. Оно безмолвствующее. Вот, а э, э, когда-то одним из принципов, которым восхищались и которые продвигали и фашисты в 20-е годы, и украинские националисты, благодаря теории Донцова, это упорядочивающая воля инициативного меньшинства.
И вот это инициативное меньшинство, вот, опять же, к сожалению, вот распоряжается вот, и полностью давлеет над этим вот безмолвствующим большинством. Так, значит, добрый вечер, уважаемый Александр и Константин. Можно ли считать в будущем отъезд Антонио Агуто из Киева признаком скорого окончания войны? Заранее спасибо. Просто мысли вслух, но вдруг будет время прокомментировать. Мы зациклены на Украине, выиграли мы или проиграли. А может, проблема в том, что тут россияне ждут супер уступок, а Америка на это не идет. В этом проблема. В упрямстве Ну, вы Путина. знаете, да, нет, столько разного рода. Давайте я поясню. Антонио Агута– это офицер, ЦРУшник военный. Даже был скандал, он там ударил украинского военного. Короче, здесь, ну, здесь, в Киеве имеется в виду, да, вот он был представлен, выполнял там какие-то задачи. Советник, в общем, большой, Да. ЦРУшный. И он Нет, дело в том, уехал, да. что нет, на самом деле дело в том, что сейчас происходит в принципе пересменка. Вот, достаточно сейчас стоит понаблюдать за действиями Джули Дэвис, вот, нового фактически представителя Соединенных Штатов, не посла, там, а фактически посланника Соединенных Штатов, которая будет сейчас играть важную роль, очевидно. Она уже встречалась с Ермаком, она уже приняла участие в заседании, понаблюдала за тем, что такое депутатские тусовки наши, но очень жесткая, как дипломат, она жесткий дипломат. Я за ней наблюдаю с 2020 года, когда ее пытались еще назначить послом в Беларуси. У нее за спиной школа имени Кеннеди. Это очень интересное заведение. Это школа в Гармиш-Партенкирхен. Вот Гармиш-Партенкирхен, военная база Соединенных Штатов в Баварии, где готовили специалистов по подрывным действиям для бывшего Советского Союза, ну и сейчас фактически специалистов, шпионов высшего класса и так далее готовили. Она прошла через эту школу. Она кадровый дипломат. Вот. И я думаю, что ее бэкграунд, в принципе, позволяет ей достаточно жестко ставить те или иные вопросы, которые связаны с интересами Соединенных Штатов в Украине. Другого бы человека бы и не прислали в Украину в нынешней ситуации. Поэтому я не стал бы обращать внимание на ситуацию с представителями ЦРУ именно. Они иногда оказывались бессильными вот, в общении с Ермаком и Зеленским. Я так скажу, что, например, когда был Вагнергейт, и когда Василия Бурбу тогда пытались прессовать, вот, то позиция, скажем так, ЦРУ в этом конфликте была страусиной практически. Будем говорить откровенно. Поэтому я бы не стал бы обращать внимание на подобного рода отъезды. На приезды, да, вот на отъезды Мгм. меньше. На отъезды, да, меньше. Значит, уважаемый Константин Петрович, если бы вы писали учебник по истории Украины, и там была бы глава «Уроки войны. Политические, военные, социальные, культурные», например, какие тезисы этой гипотетической главы вы могли сформулировать уже сейчас? Ирена, Израиль. Спасибо за кристальную ясность и справедливость ваших выступлений. Спасибо. Вот, уроки нынешней войны, я так понимаю, да, Я или думаю, вы... да. Да. Вот, знаете, э, пока что еще рано говорить обо всех уроках, пока что рано еще говорить, но есть один момент, это тот, что главный урок этой войны, что ее ни в коем случае нельзя было допускать. И она началась не в 22 году, она началась значительно раньше, и даже не в 14 году она началась. И, соответственно, стороны должны были сделать все от них зависящее для того, чтобы эта война не стала реальностью. Понимая при этом, что будут те силы, которые будут подталкивать к этой войне, которые будут разжигать эту войну, которые будут действовать. Но необходимо было играть на
упреждение этих сил на то, чтобы война не была допущена. Это было бы, наверное, самым главным уроком. А так, если говорить вообще об уроках, то пока что рано еще их выносить. Знаете, известная история про Дэн Сяопина, который приехал в середине 70-х годов прошлого века во Францию. Вот, и президент Жорж Помпиду якобы его спросил: что вы думаете о Великой Французской революции? На что он сказал: вы знаете, сложно ответить, потому что прошло слишком мало времени. Так вот, приблизительно, знаете, та же ситуация. Оценки, уроки необходимо будет давать уже по прошествии определенного времени, видя перед собой определенные последствия. Пока что мы видим только, еще даже не последствия, мы видим сам процесс. Да, значит, продолжаем с чатом трансляции. Очень много вопросов, понятно, все не успевают зайти, но тем не менее. Значит, Роберт спрашивает: Саша, спросите, пожалуйста, Костя Бондаренко, цель войны — это победа или утилизация населения? Нет, ну я бы не стал бы соглашаться с теми, кто преследует эти конспирологические теории, что вот кто-то сидит, какое-то там тайное правительство теневое, там, где-то там мировое правительство, которое там решило, что надо вот этих славян там, значит, утилизировать, а потом придем как хозяева. Ну, я не сторонник конспирологии. Другое дело, что действительно победа не очевидна сегодня той или иной стороны. Но знаете, точно та же ситуация была в войне между Ираном и Ираком в 80-е годы. 8 лет войны, миллион погибших с двух сторон, вот, а цели так и не были достигнуты ни одной из сторон. Ну, наверное, да. Значит, Андрюха, а если, добрый день, если Россия запустит один дрон и собьют его над парадом, учитывая количество гостей в виде первых лиц, сколько войн нам могут объявить из-за нападения на них? Я об этом тоже думаю, значит, что даже если Зеленский попытался попросту бравировать и говорить: да мы сейчас им покажем всем, то необходимо думать о последствиях, потому что кто-то может перехватить инициативу. Кто-то может, что называется, под чужим флагом совершить определенные диверсии. Вот, и это может очень жестко и жестоко аукнуться. Вот. Ради 5 минут славы для того, чтобы покрасоваться вот, в соцсетях, ну, знаете, иногда надо думать. Лучше жевать, чем говорить, как говорилось в одной рекламе. Значит, вопрос. Разве Россия не все сделала для того, чтобы этой войны не было? По-моему, Украина хотела идти на поводу по этому Вы пути. знаете, когда-то я об этом тоже специально остановлюсь. Вот. Да. Что делала и так далее. Когда я говорю какие-то неприглядные вещи о том, что существует два разных подхода к определениям, там, скажем, к стратегическим планам и все такое прочее, мне начинают возражать: а вот вы такие меркантильные украинцы, вы хотите, чтобы вас любили за деньги и прочее. Вот. Но когда люди, которые были уполномочены, например, в Москве вести разного рода диалог с Украиной, вот, которые получали на это большие средства и считали, что это их зарплата, вот, а сами приезжали и говорили: мы должны просто вот дружить, потому что мы два братских народа и так далее, а сами зарабатывали попросту на этом. Когда Россия присылала нам абсолютно никчемного посла Зурабова, который здесь вел себя как барин и там пил кофе постоянно с Порошенко, со своим другом, а в Москву присылал абсолютно липовые отчеты о том, что происходит, и абсолютно дезинформировал. Когда Медведчук зарабатывал на том, что это фактически на своей дружбе, и работал не столько на дружбу между Украиной и Россией, сколько на собственный карман, но знаете, это абсолютно можно потом уже говорить, что кто виноват, мы все сделали. Что сделали, чтобы это самое, чтобы в 22 году или в 21 начали делать, или в 14? Вот. Наша история взаимоотношений — это с 91 года, и она ухудшалась каждый день, и работали на разрыв этой истории, на то, чтобы поссорить нас друг с другом, работали над этим целые силы, не жалея там миллиардов долларов, вкладывая в первую очередь не столько в экономические отношения, сколько в мозги, в промывку мозгов. Ну, это же было очевидно. Да, значит, друзья, значит, спасибо всем большое за то, что смотрели наш сегодняшний прямой эфир. Значит, еще раз, да, очень важно, чтобы вы отреагировали лайком.
очень важно, чтобы вы там поддержали и всегда знали, да, то есть, что есть телеграм-канал Шелест, есть телеграм-канал Костя Бондаренко, ссылка в описании. Никто никуда не теряется. Как говорится, помните, в песне пели, на том же месте в тот же час, по средам, несмотря на все там блокировки и все остальное, мы с Константином Петровичем к вашим услугам, и большое вам спасибо, что смотрите. А вам, Константин Петрович, за время и мысли. Спасибо большое и надеюсь, до новых встреч. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.